Мы говорили об экопсихологии уже достаточно много. Существует наш сайт в интернете, посвященный этой тематике. Выпущена книга под названием «Экопсихология». А сейчас поговорим о том, что можно делать конкретно в таком вот лесу в рамках экопсихологической работы по духовному совершенствованию. Но начнем, как всегда, с уточнения терминов, чтобы все дальнейшее сказанное укладывалось без ненужных недопониманий. Итак, экология – это наука о взаимоотношении организма с окружающей его средой. Психология – это наука о душе, или, что то же самое, о сознании. Поэтому под экопсихологией надо понимать тот раздел экологии, который изучает общение организма с внешней средой не телесное, а душой, то есть душевное. И главной темой изучения в экопсихологии является методология духовного совершенствования человека. Именно через гармоничное общение с живой природой, с теми душами, которые здесь воплощены в таком изобилии, легко можно постепенно дорасти и до весьма плодотворного взаимодействия с нашими божественными учителями, представляющими здесь в творении Творца. Причем такие занятия могут оказаться весьма полезными и для детей. Разумеется, с учетом возрастных особенностей к восприятию и переработке информации. Ведь это научит их относиться и к другим людям, и к животным, и к растениям, как к живым существам. То есть бережно, нежно, сострадательно, заботливо, ласково. И те, кто уже с детства научится жить именно так, те смогут и сами прожить свои жизни, не портя свои судьбы пред глазами Бога. И другим существам они не будут нести беды и страдания. И ведь привнесение истинной духовной культуры в менталитет масс изменит и отношение Бога к населению тех конкретных стран, где этот процесс идет успешно. Отсюда можно ждать и повышения уровня благополучия для населения таких стран. Но с чего начать? Вот, к примеру, можно научить и детей, и взрослых ощущать ладонями энергетические коконы вокруг тел живых объектов. Яблоко, помидор,
куст папоротника, ствол дерева, тело котенка, собаки, человека. Все имеют такие коконы. Они образованы суммарными энергополями клеток их тел. Причем, если где-то в теле есть рана, очаг болезни, боли, то напротив них легко обнаруживаются изменения плотности коконов и нарушение конфигурации их границ. Это могут быть, например, вздутие границ коконов напротив очагов воспалительных процессов или западение этих границ напротив мест с пониженной биоэнергетической активностью. Это можно говорить о хронических заболеваниях, очаг которых находится как раз в этом месте. Вот дерево с отесанной корой, заживо искалеченное. Вот кто-то зачем-то перетянул проволокой ствол сосны. Мы, конечно, сразу же ее удалили. Или вот сосна, обмотанная скотчем. Под ним клетки коры лишаются доступа воздуха, плесневеют, гниют заживо. Если увидите такое, обязательно срезайте эти ленты. Если ощупать коконы этих растений, сонастроиться с душами, можно увидеть и понять, что такие увечья не безразличны для них. Они на самом деле страдают. Если дети убедятся, что данная закономерность едина и для каждого из них самих, и для других людей, и для животных, и для растений, а значит, именно все могут страдать от жестокости неразумных людей. Такие дети уже с раннего возраста узнают в себе эмоцию сострадания. И можно надеяться, они не уподобятся тем примитивам и не будут калечить также и собственные судьбы, вредя другим существам. Сатья-саи приводит заповедь древнеиндийского мудреца Вьясы. Всем помогай, никого не обижай. Уместно только немного дополнить эту формулу. Всем помогай во всем добром, никого не обижай. И тогда пусть этот важнейший жизненный принцип запомнится всем, и детям, и взрослым, как таблица умножения. Впрочем, нет. Намного лучше, чем таблица умножения. Принцип непричинения напрасного вреда другим существам, он называется ахимса, это есть первый серьезный шаг в освоении любви. А ведь Бог есть любовь.
чему Он сам учит нас через Новый Завет. И приблизиться к Нему можно вовсе не через участие в обрядах и утверждение стандартных молитв, а через постепенное преображение себя тоже в любовь. Кстати, отмечу, что ведь Иисус не учил обрядности. Он учил нравственности и усилиям по духовному совершенствованию себя. Любовь многоаспектна. Можно каждому проверить в себе, есть ли во мне, например, заботливость, причем не навязчивая, не занудная. Есть ли во мне нежность, причем не противная, слащавая. Или неужели это грубость, то презрение к другим, то высокомерие, которое я имею в себе, соответствует принципу любви? Как же я этого не понял или не поняла раньше? Обратим внимание, сколь много об этом говорил Иисус Христос. Тому же посвящает своей проповеди Мессия наших дней Сатья Саи. Следующим принципиально существенным шагом в духовном продвижении является раскрытие и дальнейшее развитие духовного сердца. Как это достичь, подробно описано в книге «Экопсихология» и показано в ряде наших фильмов, включая «Духовное сердце». Также всем, несомненно, хотелось бы поскорее избавиться от гнетущих болезней, причем усугубляющихся с возрастом, и исправить здоровье, и реализовать в себе функции духовного сердца весьма просто на соответствующих местах силы. Места силы – это зоны на суше или на водоемах, существенно и значимо для человека, отличающихся от фона по своей энергетике. Бывают положительные и отрицательные места силы. Первые полезны для нас, вторые, как правило, вредны. На первых можно несравненно легче работать по очищению и развитию чакр и основных меридианов, исцеляться от самых разных болезней, утончать и растить себя как сознание. Что же касается отрицательных мест силы, то на них лучше не останавливаться, можно заболеть, потерять силы, войти в разрушающее эмоциональное состояние. И уж совсем плохо, если на них поселиться. С такими примерами можно познакомиться в книге «Экопсихология». А еще бывают камни силы, растения силы. И еще на многих положительных местах силы
можно знакомиться и легко общаться с божественными учителями, святыми духами. Ну и вот теперь пойдем немного погуляем по лесу. Вот пример очень ценного в нашем деле духовного развития. Пример растения силы. Вот эта сосна. Она, в отличие от всех окружающих сосен, имеет кокон ствола, простирающийся метров на 5. Тогда как у остальных сосен это порядка 1,5 метров. И в этом коконе состояние звенящей блаженной тишины, божественное состояние, состояние Святого Духа. И еще более того, эта сосна с ее коконом находится в Махадубле представителя Святого Духа, которую звали в последнем воплощении. Сейчас она себя именует Маргаритой, или ей еще больше нравится имя Маргаритка по имени цветка. Вот я сейчас сонастраиваюсь с ней, и вы можете ощутить ее, ощутить блаженство представителя Творца, именно женского представителя Творца. И вот как можно использовать данное, например, в конкретном случае данное растение силы для нашего духовного продвижения. Во-первых, сонастраиваясь даже с коконом ствола и распространяя состояние этого кокона вовнутрь своего тела, мы можем избавиться от каких-то грубых энергий того или иного свойства и происхождения. Второе. Мы можем заполнять духовным сердцем кокон всего этого дерева. Бывает трудно сразу ощутить громадность святых духов. И вот промежуточный этап расширения, развития в объеме духовного сердца, этот этап может нам помочь освоить растение силы. Вот высота кокона этой сосны несколько десятков метров. Вот порядка 10 или больше метров в диаметре этот кокон вокруг ствола здесь. И вот мы из анахаты тела выливаемся назад и с помощью, в частности, рук, которые должны все время обязательно ощущаться, когда мы из тела выходим духовным сердцем. Вот мы заполняем собой изнутри этот кокон, ощущая изнутри его границы. Все это обязательно нужно делать с любовью к носителю этого кокона. Это живое существо. Живое существо, полное любви, полное тонкой, тончайшей любви.
Любовь и помощь духовную мы можем получить, ответную любовь и духовную помощь мы можем получить только даря свою любовь. Мы имеем несколько уникальных деревьев силы, которые помогают исцелению наших тел. Вот одно место силы, одно растение силы — это тополь у Сатья-Саи Бабы. Вот сосна у Маргаритки, божественной Маргаритки, сестры прошлого божественного Нгому. Вот у Миньюла замечательная береза, которая очень много может помочь. Ну а вот ели, тоже, которые очень много могут дать. Ну вот, например, я слегка перемещаю свое тело, касаясь позвоночника границы кокона ствола дерева. И вот только от этого можно исцелять болезни позвоночника. А вот если я нахожусь телом внутри кокона, не на границе, а внутри, то происходит высветление практически всего тела, всей плоти. Не по чакрам и меридианам, а именно материя. Костная, мышечная ткани и другие. И вот весь позвоночник и органы пищеварения, прежде всего весь кишечник, и ротовая полость, зубы, челюсти, и череп внутри, головной мозг, и ноги по всей высоте, вот с точки зрения костей и мышц, все наполняется светом. Особенно ярко это можно ощущать, если прислониться спиной к стволу, слиться сознанием со светом этого растения, и уже из него снова выходить вместе с его душой, с душой этой ели, и сходить в собственное тело. Вот можно ощутить единосущность с душой этого растения. Я полностью заполняю собою ствол, крону, вершину елки, верхушку ее, корневую систему. Она намного больше, чем мое тело. Она как душа очень чиста, тонка. И я могу теперь ее силой очистить свое тело. Ну вот, что касается конкретно моего тела, если бы оно было загрязнено, то очень просто было бы совместными усилиями меня и этого растения всю грязь вытолкнуть из моего тела. Но вот это у меня получиться не может, потому что грязи и так нет. Причем вот эти две ели идентичные, две сестры. Что еще надо здесь очень важно понимать, то, что не от химического состава древесины
Не от количества годовых колец в их стволах, не от количества хвоинок в кронах зависят свойства этих растений. Чем они отличаются от множества елей такой же величины, также растущих рядом на этих же самых почвах, под этим же самым солнцем, в окружении тех же самых других растений? Чем отличаются именно эти две ели от всех остальных? Они отличаются душами. Вот это очень важно понять, что так же, как в человеческих телах очень разные по качеству души, так и в животных телах в пределах одного и того же вида. Хоть собак возьмем. Также и среди растений души разного возраста, психогенетического именно. И вот именно такие растения очень радостно воспринимают контакты с людьми духовно растущими, готовы помогать этим людям и очень чутко, отзывчиво реагируют своей любовью на любовь человеческую. Она им прекрасно понятна. Поищите такие растения у себя. Вот мы сейчас на еще одном месте силы, лечебном месте. Это место чакры Вишудхи. Обратим внимание, что непроизвольно концентрация сознания, ощущения появляются в нижней половине шеи. И вот просто пребывая здесь, можно лечить хронические танзелиты, щитовидную железу. Это место создается именно звуком этой лесной речки. Этот звук резонирует в чакре Вишудхи. И вот можно раздвигать стенки Вишудхи. Заодно не только излечивая органы шеи и чуть выше, но и развивая эту чакру. Чакру эстетического восприятия окружающей среды. Вот мы сейчас на тоже одном из замечательных мест силы, очень важных для работы с духовным сердцем. Это место Радека Волынского, поляка, который когда-то жил здесь и достиг здесь божественного совершенства, божественности. И вот сейчас на этом месте он помогает тем, кто останавливается здесь, помогает с точки зрения духовного продвижения. Или старается помочь, ну уж люди, кто как сумеет. Когда я впервые попал на это место, то почувствовал, что вдруг
меня, как духовное сердце, вынесло из тела, вот позади моего тела озеро, небольшое лесное озеро с изумительной водой, пропитанной божественностью. Релаксироваться в нем – это одно из таких вот земных высших блаженств. Но чем наиболее важно для нас это место, тем, что оно позволяет вот именно научиться духовным сердцем быть за пределами физического тела и расти за его пределами. В других случаях могут потребоваться усилия для того, чтобы выйти духовным сердцем из анахаты и начать независимый образ жизни от материального мира. А здесь Радок помогает это сделать. Это происходит непроизвольно, невольно для практикующего. Просто вот встать сюда, расслабиться, и если анахата развита, если все тело энергетически чистое, то вот мы вдруг оказываемся вот метров за 200 позади тела, большими духовными сердцами. И вот можно антропоморфность сразу создавать. То есть стать человекоподобными сознаниями по форме подобными человеческому телу. Обязательно с руками. И вот с этой стартовой позиции можно уже легко начать перемещаться в тончайших эонах, развивая руки, повышая эластичность сознания, повышая его способность к перемещению в пространстве. И вот можно руки делать все больше и больше и охватывать ими Святого Духа, проникать ими, с помощью их перемещаться из эона в эон, с тем, чтобы потом в итоге добраться и до обители Творца, и если достойны быть впущенными в нее, чтобы слиться с Ним. Вот такие места мы знаем и на морском побережье, но там это все происходит намного грандиознее. Сразу, может быть, трудно воспринять тот масштаб перемен, которые происходят с самими нами. А вот это место силы является, не на морском берегу, где колоссальные просторы для расправления сознания, а вот на этом небольшом лесном озерце можно начать с такого рода тренировки. Посмотрите там, где вы живете, на озера, на реки, на просторы с холмов, с гор. Может быть, найдете и у себя такие же замечательные места с такими же замечательными, великими, духовными, божественными учителями. Вот роль просторов. Можно духовным сердцем из чакры анахаты вылиться и заполнить собой весь этот простор. Над холмами
изумительное место силы для такой работы. И вот духовное сердце, получив свободу из своей клетки, которая грудной называется, обретает возможность перемещаться независимо от физического тела. Можно сразу ощущать руки и сознание, отходящие от духовного сердца, единосущные ему. И вот любить Бога свободными от зависимости от материального мира. Иисус учил: Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и в истине, то есть с правильным пониманием и свободными сознаниями, свободными от материальных пут. Мы должны навстречу с Богом сознанием выйти тоже свободными сознаниями, свободными от тела и несравненно переросшими свои тела физические. И вот люди стремятся на эти просторы, даже те люди, которые ничего не понимают в духовном развитии пока еще, которым и слово Бог чуждо, и про чакры, про духовное сердце, они ничего не знают. Но вот они влюбляются в горы, влюбляются в море, влюбляются в степи, где можно на конях ощущать во всей полноте простор. Влюбляются в пространство над озерами большими. И Бог им дарует блаженство, поощряя их за это. Потому что они на самом деле при этом развивают себя в качестве духовных сердец. Вот вспоминаются слова из песни Высоцкого, Владимира Высоцкого: «Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых вершины еще впереди». И вот люди стремятся к просторам. Бог их на это поощряет. Несмотря на холод, зной, мошкара, жара, не такой уж пустяк. Это уже из песни Юрия Кукина. А вот у тех, кто свои жизни проводят в нескольких квадратных метрах своих квартир, в офисах, в лабораториях такой же величины, у них нет таких шансов расправить себя как сознание. И вот практика экологической психологии, она подразумевает жизнь километрами, а не квадратными метрами. И вот так мы живем, и нам удалось достичь очень многого на духовном пути, благодаря, в частности, этому. Когда впервые я попал на это место, это меня явно привели наши учителя божественные, то вдруг слышал слова, это было как раз вечером: «Все хорошо под сиянием лунным». Вспомнился Некрасов. Присмотрелся, и в самом деле его лицо с бородкой, известной
со школьных лет еще по портретам. И потом у нас уже беседа завязалась. Рассмотрели, изучили Некрасова. И оказалось, что не просто это был русский помещик, поэт, который боролся за освобождение от гнета народа, но и был представителем группы людей, которых Бог называет гениями. Вот подробно нам об этом рассказывал именно Адлер, и об этом можно прочитать в книге «Классика духовной философии и современность». Кто такие гении? Это те, кто с божественного уровня воплощаются, но попав в крайне неблагоприятную духовную среду, оказываются неспособными все же осознать свою божественность и подчас ведут образ жизни, не соответствующий божественному уровню. Хотя ярко проявляют свои высочайшие таланты и как могут проповедуют любовь, сострадание к порабощенным людям, к другим живым существам. И вот в истории Руси было из только нам известных несколько таких высоких личностей, гениев. Это Некрасов, это Горький, это Пушкин, Тальков. И свою божественность не проявили снова, когда развоплотились. То есть произошло объединение Дживы с Кундалини. И вот цельная божественная душа уже после развоплощения в таких случаях может проявлять свою божественность и выступать в роли божественного именно учителя. Любопытно произошло в частности с Горьким. Под Петербургом к северу мы шли к электричке, подошли к краю одного из населенных пунктов. Вдруг ощущение прикосновения божественного сознания. Осмотрелись. Горький, Максим Горький или Алексей Пешков, его истинное имя и фамилия. Максим Горький — это псевдоним литературный. И вот тоже завязалась беседа, рассказывал о своей жизни. А потом оказалось, что тут же и улица Горького. Название улицы. Не знаю, где он жил в Петербурге, может быть, и дачу имел, не знаю. В общем, такое любопытное совпадение. Очень возможно, что улица Горького — это то место, как-то связанное с его проживанием здесь. Ну, сейчас мы на месте Некрасова.
Кстати, вот есть места и Игорем Тальковым любимые, и Пушкиным. И там очень легко с ними общаться, разговаривать. Они всегда очень рады таким беседам. Что-то показывают с точки зрения медитативных техник. Кто же это поет так? Кедровка, наверное, что ли? Или Сойка? И вот на этом месте, в данном случае мы на месте Некрасова. Еще любопытная деталь. Вот я уже рассказывал о том, как грибы растут неадекватные сезону, условиям экологическим. Вдруг растут ни с того ни с сего. Как черника может быть величиной и вкусом, как вишня. А вот на этом месте Некрасова тоже уникальное природное явление. Это дятел оказался, пестрый дятел. Совершенно необычный. Никогда не слышу, чтобы вот он так подавал голос. То, видимо, Некрасов руководил его песнопениями. Ну вот это кеканье, это типично для пестрых дятлов. Тут не ошибешься. И вот уникальное природное явление на вот этом большом месте, любимым Некрасовым. Лишайники на елках образуют точные копии бородок, точные копии бородки, с которой вот нам известен сам Некрасов. И вот чему мы можем поучиться у Некрасова сейчас, каков он сейчас. Каждый из божественных учителей все-таки, хотя не все едины в Творце, но индивидуальные особенности, когда они проявляют себя в творении, тем не менее остаются. Что это за особенности? Это те медитативные состояния, которые были наиболее близки им. И вот каков Некрасов сейчас. Вот его лицо над центром этого холма. Ну, прекрасно видно. Вот, кто способен увидеть, вы можете увидеть его и сейчас. С бородкой узенькой, седой, сероватой немножечко. И огромнейшая анахата под лицом. Духовное сердце заполняет собою значительную часть нашей планеты. И под духовным сердцем, представленным в брахманическом виде, обитель Творца, из которой он и зашел сюда. Вот так можно, копируя его, тоже можно развивать себя в качестве духовного сердца. Пожалуйста, действуем. Причем, вот я уже говорил о том, что нет никакого ада внутри планеты. Наоборот, божественное сознание заполняет планету нашу. И можно продвигаться духовно, заполняя
землю, как это делает Некрасов, с собою, как духовным сердцем. И из планеты сквозь ее ядро, если пройти насквозь и ощутить там просторище бескрайний, уже не ограничиваемый и масштабами нашей Земли, то вот она и обитель Творца. И вот все это можно отследить прекрасно на этом месте силы с помощью Некрасова. Сейчас я зачитаю стихотворение Некрасова, которое он надиктовал недавно лично нам. Свет зари отразился в листочках берез, и они засияли в нем, трепетно млея. Я влюблен в эту землю безмерно, до слез. Все держу на своих я ладонях, лелея. Я ласкаю деревья, целую цветы, обнимаю любовью, питая и грея. Полюби же родную природу и ты, понимая, что все это Бога творение. Мы сейчас находимся на одном из замечательнейших мест силы. Это огромное на километры место силы Нгому, где большое разнообразие точек, на которых прекрасно медитировать. Здесь и пески Нгому, энергиями которых можно прочищать промывать свои тела. И вот это тоже одно из величайших мест. Кто такой Нгому? О нем можно подробно прочитать в книге «Классика духовной философии и современность». Он рассказывал подробно нам про историю своей личной эволюции вплоть до божественности. Был, в частности, и православным старцем. И рассказывал, как вот тогда впервые крылом любви коснулся его Иисус. И вот с этого момента начались не просто неуклюжие попытки добиться чего-то, а на самом деле он вышел на прямой путь к Богу. Что такое прямой путь? Это путь любви к Нему. И вот это замечательнейшее место, чем оно полезно в высшей мере для духовной работы. Дон Хуан Матус говорил о том, что существуют места силы, которые являются как бы дырами в многомерном пространстве. Что это значит? Это значит, что какие-то эоны, то есть слои многомерного мироздания, выражены в конкретной точке слабее или почти не выражены, а другие, наоборот, выражены максимально
сильно. И вот это одно из тех мест, где обитель Творца является доминирующим эоном. Здесь изумительно легко можно прочищать чакры, заходя в них собственными руками сзади, если мы уже научились быть позади собственного тела. Лучше всего, чем где-либо, здесь можно прочищать срединный меридиан. Мы просто из глубины этого холма руками сознания заходим в него снизу и выскребаем, или там образом мокрой тряпки с мыльной пеной можно весь срединный меридиан вплоть до верхушки верхней чакры Сахасрары прочистить, раскрыть проход из Сахасрары вверх, высунуться сквозь нее, сквозь этот проход, посмотреть вокруг, залезть обратно. Все что угодно можно делать прямо из обители Творца. Удивительнейшее место. Еще оно чем интересно. Вот у Гермеса Трисмегиста есть выражение, которое наиболее ярко связано с его именем, ну вот в народной молве, так сказать. То, что вверху, то и внизу, то, что внизу, то и вверху. Но вот очень мало наверняка людей, которые поняли смысл этого изречения Гермеса. Люди начинают или просто шизоваться над этой формулой, или фантазировать насчет того, что в царстве богов те же самые безобразия происходят, что и среди воплощенных людей. Всякие там пьянства, ревности, ссоры, убийства. В общем, такие дурные сказки. Очень дурные по своим последствиям, потому что это просто осквернение Бога, осквернение истинных знаний о нем. На самом деле, что имелось в виду? То, что обитель Творца должна быть познана духовным подвижником и вверху, и внизу, не только относительно своего тела, но и относительно всей нашей планеты. Когда сознание достаточно развито, достаточно большое уже, то это сделать вполне реально. Быть и выше, и ниже нашей планеты одновременно. И более того, можно соединить вот эти верхние и нижние небеса с большой буквы, с заглавной буквы небеса. Соединить их сквозь собственное тело. Так, чтобы в той точке многомерного пространства, где существует тело, мы воспринимали себя только в качестве изначального сознания, пребывающего в обители Творца. И вот это обеспечивает оптимальный подход к клеткам тела, к материи тела, к молекулам тела, атомам тела, с той стороны, со стороны Творца. И вот можно очищать физическое тело от всего того, что не есть изначальное сознание. Это реально. Ну а потом взять и потянуть его в себя как изначальное сознание, если мы стали тождественны ему. И вот это место, напоминаю, что это место создано великим Нгому. Это его африканское имя, недолгое
африканское воплощение, но это имя ему больше всех его личных имен нравится. А вообще он воплощался во многих местах, как и многие из нас. Такие места, наверное, можно найти везде. Нгома, другие божественные учителя создают их своим присутствием, постоянным присутствием. И вот это место создано великим Нгомо за счет его постоянного присутствия здесь. Итак, мы можем использовать положительные места силы для исцеления, прочистки и развития чакр и меридианов, для правильного формирования эмоциональной сферы, для утончения сознания, для его роста в количественном отношении, для общения с божественными учителями, для изучения структуры многомерного пространства, для слияния с Творцом в его обители, для обожествления клеток своего тела. Кое-что из этого мы обсудили сегодня. О многом говорили прежде. Еще о многом поговорим. Так что успехов вам на этом пути.